В народной медицине это растение используется так же, как и алоэ. В большинстве случаев в лечении применяются разрезанные свежие листочки или выжатый из них сок. Если в доме нет этого растения, то для проведения терапии можно взять несколько листочков у знакомых или родственников, поместив их на хранение в холодильник в отсек для овощей, предварительно завернув в чистую бумагу. Свои лечебные свойства в этом случае листья сохранят в течение недели. Перед использованием листья толстянки необходимо вымыть и обсушить бумажным полотенцем, затем разрезать или мелко порубить керамическим ножом. Можно растереть их в керамической ступке с помощью деревянного пестика. Важно, чтобы при изготовлении целительных средств не использовались предметы из металла. Применение предметов из металла приводит к окислению многих ценных компонентов, в результате чего препараты теряют большую часть лечебных свойств и пользы. Если нужно приготовить сок из толстянки, то нужно сделать следующее. Листья требуется тщательно измельчить или растереть, отжать жидкую часть через ткань или сложенную в несколько слоев марлю. Перелить в бутылку. Емкость с заготовкой необходимо оставить в холодильнике на 2-3 дня, после чего взболтать, дать отстояться гуще, а затем тщательно процедить в чистую посуду. Готовый целебный сок может хранить в холодильнике около года, давая возможность пользоваться им при необходимости. Для терапии некоторых заболеваний рекомендуется использовать спиртовую настойку растения, для чего нужно измельчить листочки, взять 5 столовых ложек полученной кашицей и залить ее 250 мл спирта или качественной водки. Емкость для настаивания должна быть непрозрачной, выполненной из темного стекла. Бутылку необходимо плотно укупорить и оставить в холодильнике на 2 недели. Настойка сохраняет в себе все лечебные свойства исходного растения. Используется в народной медицине и специальная мазь на основе красулы. Ее можно лечить суставы, обрабатывать раны для ускорения их заживления, ожоги и инфекционные поражения, разнообразные высыпания. Для приготовления мази требуется взять 5 полных ложей ланолина, добавить в него 3 ложки приготовленного заранее сока толстянки и вазелин в количестве 50 грамм. Емкость с этой смесью нужно прогревать на водяной бане, непрерывно перемешивая до тех пор, пока консистенция не станет однородной. После этого мазь необходимо переложить в баночку с крышкой и убрать в дверцу холодильника для хранения. Мазь достаточно проста по составу и приготовлению, но при этом сохраняет все лечебные свойства денежного дерева, благодаря чему ее очень часто используют в народной медицине. Денежное дерево помогает избавиться от геморроя. Это заболевание знакомо многим современным людям, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни или занимается офисной работой. При этом большинство больных знают о своем недуге, но не принимают никаких мер, не обращаются к докторам, чувствуя неловкость и прибегают к методикам народной медицины лишь тогда, когда наступает обострение и необходимо облегчить состояние. Толстянка способна помочь избавиться от геморроя, для чего нужно приготовить простое, но очень эффективное средство. Для этого требуется взять заранее приготовленный сок растения и смешать его в равном количестве с вазелином. Тщательно перемешать массу до абсолютной однородности. Готовую мазь следует нанести на ватный или марлевый тампон и приложить его на полчаса к проблемному месту. Повторять процедуру 3 раза в день. Эффективным такое средство является при любой стадии геморроя, в том числе и тогда, когда шишки повреждаются и начинается кровотечение. При внутреннем геморрое или серьезной стадии недуга тампоны с мазью можно вводить в анальное отверстие. Денежное дерево применяют при насморке. При появлении любых заболеваний, сопровождающихся насморком разной интенсивности, можно приготовить простое, но эффективное средство из листьев толстянки от насморка. Для этого следует взять свежие крупные листья красулы, измельчить его и отжать сок, после чего развести его остывшей кипяченой водой в пропорции 1:2. В результате получается очень действенный раствор для закапывания в нос. Это средство помогает не только облегчить состояние при насморке и восстановить способность нормального дыхания, но и благодаря лечебным свойствам растения затормозить развитие патогенной микрофлоры, ускоряя выздоровление. Можно приготовить и раствор для промывания носа на основе толстянки.
Для этого нужно измельчить 10 листочков, отжать из них сок и добавить в него прокипяченную остывшую воду в объеме 150 мл. Процедуру нужно проводить 3 раза в день. Лечение прыщей соком крассулы. Так как листья растения обладают выраженными антисептическими, а также противовоспалительными лечебными свойствами, средства на их основе можно использовать для лечения прыщей и прочих косметологических проблем. Мелкие прыщи, которые недавно появились на поверхности кожи, можно смазывать соком толстянки или свежим листочком, разрезанным пополам. Если прыщи крупные, имеют гнойное содержимое, то рекомендуется измельчить листик толстянки в кашицу, завернуть ее в марлю и приложить к проблемной зоне на ночь, прикрепив пластырем. Этот же метод помогает и в лечении фурункулов. Для оздоровления кожи головы и волос сок толстянки можно добавить в шампунь или в воду для ополаскивания. Использование растения при кашле. При любых видах заболеваний горла и дыхательной системы можно применять денежное дерево от кашля различной интенсивности. Для его приготовления следует измельчить 10 свежесрезанных листьев толстянки, выдавить из них сок и развести его стаканом прокипяченной теплой воды. Готовый раствор нужно использовать для полоскания горла, проводя процедуру 3 раза в сутки. Глотать раствор нельзя, лечение следует продолжать до исчезновения симптомов недуга. При необходимости можно использовать раствор и для промывания, а также для спринцевания носовой полости. Толстянка может помочь при зубной боли. Благодаря выраженным лечебным свойствам растения в народной медицине имеется немало рецептов на основе денежного дерева от самых разных недугов. Например, при появлении воспалительного процесса десен, всей ротовой полости и зубной боли знахари рекомендуют применять денежное дерево по следующему рецепту. Взять свежий лист растения, вымыть его и тщательно разжевать. Процедуру можно повторять 3 раза в день, однако при этом следует проявить предельную бдительность. Народная медицина умалчивает о том, что в составе листьев крассулы имеется мышьяк. Лечебные свойства растения помогут устранить воспалительные процессы ротовой полости и избавить от зубной боли, но если проглотить его сок, можно получить весьма серьезное отравление. Лечение гастрита с помощью денежного дерева. В народной медицине можно встретить рекомендации о том, что с помощью толстянки можно лечить гастрит и прочие заболевания органов системы пищеварения, в том числе и язвы. Основано подобное утверждение на лечебных свойствах растения и на том, что при наружной обработке сок растения помогает быстрее заживлять повреждения кожного покрова и слизистых, например, носовой и ротовой полости. Однако при проникновении внутрь организма сок толстянки способен спровоцировать появление серьезного пищевого отравления, вызванного мышьяком, содержащимся в листьях. По этой причине для внутреннего лечения применять подобные средства народной медицины нельзя. Толстянка помогает при болях и воспалении в суставах. Для устранения воспалительных процессов и боли в суставах толстянку можно назвать отличным средством народной медицины, имеющим довольно высокую эффективность. Сок растения, благодаря своим лечебным свойствам, способен быстро устранить боль в суставах, снизить интенсивность воспалительных процессов, избавить ткани от отеков. Для лечения можно втирать сок свежих листьев в область больных суставов, проводя процедуру несколько раз в сутки. Также можно измельчать свежие листочки и накладывать полученную кашицу на проблемные места в виде целебных компрессов. Эффективным такое лечение будет при артрозах, подагре, артритах и остеохондрозе. Применение крассулы против варикозного расширения вен. Благодаря выраженному противовоспалительному действию и другим лечебным свойствам толстянки, ее считают очень эффективным средством народной медицины против варикозного расширения вен. Для лечения нужно выполнить следующие действия. Свежие листья необходимо вымыть, тщательно обсушить и измельчить в кашицу. Готовые средства следует распределить по чистой марле и приложить ее компрессом к проблемной зоне, закрепив бинтом. В дневное время такой компресс можно оставить на час, проводя процедуру дважды. Или же наносить средство под повязку на всю ночь. В этом случае днем процедуру проводить не нужно. Устранение грибка на ногах с помощью денежного дерева.
Лечебные свойства денежного дерева позволяют использовать его и для лечения грибковых поражений кожи и ногтей. Народная медицина располагает немалым количеством рецептов эффективных средств этого направления. Одним из наиболее эффективных методов лечения грибка на ногах в народной медицине следующий. Перед проведением процедуры ноги или руки с пораженными грибком ногтями необходимо распарить в отваре чистотела или растворе хозяйственного мыла. После чего ногти следует аккуратно обрезать, не повреждая кожу. Далее нужно срезать с растения листья в количестве равном числу больных ногтей. С вымытых листьев необходимо снять кожицу. Можно лечь с одной стороны и приложить к пораженной ногтевой пластине. Сверху нужно положить кусок бинта или ватный диск и закрепить пластырем каждую такую повязку. Проводить обработку рекомендуется на ночь, оставляя компрессы до утра. Использование листьев толстянки при герпесе. При появлении высыпания герпеса листья растения можно назвать настоящим спасением, ведь благодаря своим лечебным свойствам средства на основе толстянки способны быстро победить недуг. Народная медицина в этом случае рекомендует обрабатывать пораженное место свежим соком растения, для чего следует срезать свежий лист денежного дерева, очистить его и приложить к высыпаниям на ночь, прикрепив его пластырем. Кусочек листа можно заменить ватой, смоченной в соке. Можно и просто смазывать соком листьев пораженное место, проводя обработку каждые полчаса на протяжении всего дня. Рецепты народной медицины в этом случае весьма разнообразны, и каждый из них имеет высокую эффективность. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Натурально Полезно. До новых встреч!